Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз «Все не так, как кажется. 3 поворота судьбы до конца августа в ближайшее время, в ближайшие дни». Это как 3 знака, что вам сейчас важно услышать, что важно знать. Вот давайте с вами и узнаем. Мы с вами часто говорили за последнее видео, что август один из самых важных месяцев года за счет именно планетарных транзитов. И здесь не только у нас солнечное затмение в знаке зодиака Лев и коридор затмений, но у нас и стелиум, мои дорогие. Стелиум — это скопление планет. И вот именно в августе еще в знаке зодиака Лев, а самое главное у нас Юпитер во Льве. И это, или по крайней мере, это немаловажно. Почему? А потому что для любого знака зодиака, хоть вы рыбы, мои дорогие, кто-то скажет, а при чем тут Лев до меня? Нет, поверьте, Юпитер во Льве для каждого из нас открывает какую-то свою траекторию на последующие 12 лет. Из этих 12 будет важен первый год жизни, потому что именно Юпитер в знаке Лев будет находиться год ровно. Но это перезагрузка, а из этого года дистанция полгода, поэтому до конца года. Тут не совсем просто так, вот как август, и все на этом завершилось. Нет, мои дорогие, тут именно наша какая-то внутренняя трансформация и перезагрузка. И если мы о стелиуме, Юпитер, как мы говорим, в знаке Лев, Солнце, мои дорогие, как ясность, как какие-то новые смыслы. Ну и так планета Меркурий, планета коммуникации, адаптация и нашего умения быстро приспособиться, может быть, или перестроиться на новый лад. Личная амбиция какая-то, да, личное желание именно сталкиваются с той ситуацией, которая во внешнем мире присутствует, то, что мы называем обстоятельствами, но и одновременно это то, что происходит в судьбах людей, и нам придется сложить в единый узор, может быть, воспользоваться каким-то удобным моментом. Итак, 3 поворота судьбы или 3 важных сферы, где будут происходить ваши перемены. 3 знака, 3 карты. И на колоде Ленорман, я надеюсь, нам как раз сферы жизни и подскажут, чего касается, а может быть, с кем это связано. Вот удивительно, правда? Очень многим знакам, по крайней мере, не вам одним, вот есть, значит, такие добрые энергии, которые для нас определяют вопросы личной жизни, по крайней мере, до конца августа. Может быть, мы и сами определяемся. Здесь будет касаться конкретного человека. Все-таки Аист — очень добрая карта. У кого-то для людей семейных это может означать именно вот ваша пара. Для кого-то из вас отношения, я такое допускаю, на расстоянии. И может быть, как контакты или ваш планируемый переезд. Для кого-то из вас вообще может проиграться вот даже такой момент, для тех, кто один или одна. Может, как новое знакомство, я такое тоже допускаю, когда судьба сводится определенным человеком. И этот человек, а будьте внимательны ко всем людям, которые появляются в вашей жизни. Или кто продолжает оставаться, да, потому что тут все имеет какой-то смысл. И вполне вероятно, это та история дружбы, которая потом в последующем перейдет во что-то большее. Я этого не исключаю. Но для кого-то может быть знакомство вот именно посредством перемещений, контактов. Знакомств может быть в дорогах. Все-таки Аист у нас птица перелетная, будем говорить. Но и само значение дома. То тоже даже с астрологических позиций для вас может проиграться, особенно вторая половина августа, где-то с заходом до конца года, осень, вот, мои дорогие. Почему так говорю? Потому что буквально сейчас готовлю астрологический прогноз до конца года. Я именно рассматриваю. У нас очень много планет будет. Аж 6, представляете? 6 планет в ретро-движении до конца года. Причем Уран, символ перемен, у нас с заходом на февраль 27 год. И для вас это могут быть вопросы не только самовыражения труда, но именно вопрос поездок и вашего места проживания. Пусть не сейчас, мы пока говорим с вами об августе. Это я уже немного забегаю вперед. Но уж коль зашел разговор, и где-то там вы допускаете, может быть, эту мысль, что вы можете поехать куда-то учиться, вы можете отправиться куда-то работать, вы готовы рассмотреть совершенно новые варианты сотрудничества. Вот, кстати, да, такое может тоже проиграться. Ладно, давайте пойдем дальше, потому что я могу застрять. Хочется передать больше информации, а видео и так у нас какие-то очень долгие получаются
на мой взгляд. Потому что, опять же, хочется больше передать, по крайней мере, тех знаний, которыми я располагаю, чтобы для кого-то это могло быть хорошей подсказкой. Кто участвует в этом? Потому что парная карта. Здесь участвует какой-то человек, который вам может быть либо непредсказуем, либо тот человек, который вам приносит какую-то новость, а новость вам это, ну, либо не нравится на 100%, либо вам себя приходится перестроить, мои дорогие. По рыцарю мечей я не могу сказать, что это душа компании кто-то, или это тот человек, который, ну, готов на какую-то дипломатию. Нет, конечно. Это резкие люди. Иногда вот есть такое значение — бунтарь без причины. Я не исключаю, что это и у вас такие энергии могут быть, когда взбунтовался, да? Поэтому и то, что мы слышим, тоже где-то вот это противодействие, как внутреннее чувство в нас может возобладать, да? Нам хочется от этого отказаться или буквально сказать: а иди ты. Вот такой даже может быть у вас контакт с конкретным человеком, тем не менее по 4 жезлов именно даже такая история будет продолжена. Почему? А потому что в этом вы либо видите смысл, либо вам это интересно, вам, ну, как дает судьба, ведь это праздник после победы, поэтому вполне вероятно, у кого-то может быть даже банально возврат какого-то человека по прежней истории, с которым была ссора, и вам это будет приятно. Ага. Вам это будет приятно, вам это будет льстить. Победа есть, праздник есть. Это, знаете, больше самоутверждение, где-то самодостаточности, может быть, да? Но у вас это противоположные мысли может вызывать. Вы как будто захотите, когда кто-то, именно ваш адрес проявляется, у вас, может быть, за этот период тоже свои трансформационные процессы по части аналитики, да, прошли, скажем так. И вы уже что-то как переоценили, что-то передумали. И здесь даже то, что вам кто-то приносит свое согласие, например, или как готовность с вами продолжать какой-то диалог, а рыбы могут поставить точку. Что это такое? Да точно. Здесь есть какая-то история, которую вам захочется завершить. Причем это история, когда вы на человека как строили какие-то большие планы. Ну давайте мы... В чем поворот судьбы, в чем внезапность момента? Здесь знаете как? Вас как судьба переключает совершенно на другие, можно сказать, приоритеты, на другие позиции. Или для вас какая-то другая история будет интересна. Может быть, у кого-то из вас произошла другая встреча. Вот я такого тоже не исключаю. Для вас как новые смыслы уже. Может быть, много обдумали, много где-то себя уговаривали, да, потому что вам что-то не нравилось, вам явно было неприятно. И поэтому вы не хотите в прошлое возвращаться, точно. Здесь для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, именно вот эта перезагрузка, она где-то может льстить. Или вам может приходить вот какое-то известие от конкретного человека, например, да. И вы понимаете, да, если прежде был какой-то период самокопания, например, я сделала или сделала что-то неправильно, то теперь человек как будто откликается, и вы видите, да, может быть, человек чувство вины имеет, например, да, и, безусловно, это, ну, в таком психологическом моменте, да, на нас действует положительно. Мы понимаем, что мы были правы, но вот возвращать чего-то вам не хочется. Вы от чего-то устали. А у вас теперь совершенно другие ориентиры, у вас теперь как новые возможности. Здесь у вас вообще какие-то другие энергии, причем рациональные. И, может быть, знаете, так вот даже сложится, что вы кому-то были с большими чувствами, с искренними чувствами, а столкнулись с какой-то глухой стеной непонимания. Или манипуляции, кстати, я такое тоже не исключаю. И это произошла такая перезагрузка, когда вы у самого себя или у самой себя спросили: а вот доколе я буду терпеть?
Тут, вы знаете, могут быть вопросы, смотрите, связанные с жильем, правда? Вопрос о проживании в другом месте. Может быть, у кого-то это совпадет даже с работой. Вот я все-таки не исключаю, потому что король мечей здесь могут быть темы, которые напрямую связаны с документами, оформлением, может быть, вот того места, где вы проживаете, да, какой-то регистрацией, хождением по чиновникам, каким-то конторам, вот что-то такое. У вас это тоже решается. Вы знаете, вы становитесь в целом более рациональны. Вам не хочется терять времени именно из-за эмоций. Вам не хочется терять времени из-за того, что даже если вам кто-то предлагает, допустим, вот давай встретимся, вот даже банально, да, и если бы прежде вы, сломя где-то голову, ну, я так условно говорю, или во власти эмоций согласились, и это поставили в свой план на первое место. А теперь нет. Теперь сначала все остальные планы. Работа, продвижение, какие-то контакты важные, или контакты и соглашения, какие-то документы, инстанции, а потом чувства. Вот здесь вы ведь очень добрые, эмпатичные люди, мои дорогие, но, видимо, здесь вот какой-то такой тоже трансформационный момент, когда вы пересмотрите даже отношения, и самое главное, что я чувствую в этих отношениях. А что я получаю от этих отношений? А что я получаю от какого-то контакта? Либо это только мое участие, либо это мысли идут в унисон. Либо меня какой-то готов человек сопровождать, или это просто игра. Вот со всеми игроками вы тут разберетесь, это факт. Потому что вы чего-то устали, мои дорогие. И карта трансформации, доброй трансформации, нам как раз и говорит о том, что вот король мечей, есть четкие задачи, есть ровно ваше видение. И у кого-то это может проиграться, где-то, да, жизнь личная, но конкретно место проживания, где-то жезлы, дела, работы, бизнес и документы. И поэтому здесь вот именно ваши приоритеты складываются в единый узор, и вы понимаете, что вот в этом узоре, как один какой-то есть пункт, а к нему прилагается все остальное. Так вот это все остальное вы будете прикладывать по мере надобности или по мере того, как вы вот анализируете прежние отношения, прежние условия, прежние возможности и то, что меняется именно теперь. В чем для вас вот этот поворот, в чем для вас это опять же неожиданность? Ха-ха. Так у вас тут все интересно получается. Карта колесница – это где-то ускорение, это карта скорости, несомненно. Хотя иногда эта карта свидетельствует о знаке зодиака Рак. Но это может быть как и человек, который рожден под знаком зодиака, именно солнечным, ну или имеющим там асцендент, или, мои дорогие, может быть и по Луне. У нас ведь 28 августа в вашем знаке зодиака частичное лунное затмение. И это период эмоционального возрождения. Это эмоциональная глубокая трансформация, особенно для вас. Это для каждого знака зодиака, но более ощутимо, конечно, для вас, потому что в вашем знаке зодиака какая-то окончательная перезагрузка и выбор, мои дорогие. У кого-то вопросы, которые связаны именно, может быть, иногда по этому аркану проходят автомобили, или, будем говорить, ваше авто, ваше желание, у кого-то проиграться может банально, пойду учиться именно на права, да, чтобы получить права и быть более мобильным. Но это еще и карта выбора, это карта перемен. Вот то, что мы спросили, поэтому здесь основные перемены личной жизни, место проживания. Хотя эти вопросы могут с документами совпадать, но где-то, может быть, и вопросами работы или вторичный заработок, работа на дому. Здесь все важно, понимаете? Вот как я говорила, есть центр, а к нему что-то прикладываете. Вы сами, в зависимости от ваших интересов. Но посмотрите, какие добрые энергии идут в вашу жизнь. Правда, заканчивается какой-то период самокопания и того, что прежде нам, может быть, казалось очень важным, а теперь не имеет никаких смыслов. Новые смыслы меняют и вас самих. Кто-то из вас, кстати, я не исключаю, может всерьез задуматься даже о новых направлениях в работе или для того, чтобы
как-то вот как самовыражение, да, выразить свои таланты. Вы тоже можете рассматривать или даже искать какую-то недостающую информацию, если вас заинтересовал, допустим, какой-то пункт или как новая вариация возможной работы, например, да, вы можете поиск работы осуществлять или каким образом я могу построить карьеру, вот именно прогресс, да, какой-то по карьере, я такое не исключаю, потому что тут праздник после победы, тут что-то у вас складывается, хоть даже, может быть, через принятие, ну вот как с учетом рыцаря мечей, да, ну, такой информации или даже каких-то контактов, которые нам прежде не нравились, или какой-то сложной истории, которую вы уже прошли, а здесь кто-то пытается о себе напомнить, вас уже что-то не цепляет. Вот самое главное, десятка мечей уже и отболела, и отгорела. Недаром мне очень нравится, как известный психолог, таролог Колет Барон Рид называет десятку мечей изящное завершение. Вот вы что-то изящно завершаете, потому что у вас новые смыслы. Второй знак судьбы, вторая сфера жизни. Если мы сказали личная жизнь, где-то дом, ну, я как вариант допускаю работу на дому или какой-то ваш план, да, на последующий период с перемещением, с переездом, то здесь конкретно могут вариации быть по части, когда в ваш адрес кто-то проявляет все-таки добрые эмоции. И, может быть, получаете, я так вот тоже могу допустить какой-то важный документ, важное согласование или предложение, может быть, но это будет связано с бумагой. Тут у нас почтальон, девятка червей может свидетельствовать о любовной истории, не исключаю. Но давайте будем реалистами, это может быть какая-то ваша личная задумка, единица, да? И когда вы чувствуете вот эту наполненность, потому что у вас какое-то желание исполняется. С кем это связано? Королева мечей. И королева мечей – это та, которая может сказать «нет», и та, которая может сказать «да». Здесь может свидетельствовать правда с учетом рыцаря пентаклей. У вас, вам будет что-то предложено. Или у вас будет какая-то информация, но все-таки предложено. По рыцарю пентаклей, кстати, будет возможность решить какой-то вопрос, который либо касается финансов, либо каких-то важных согласований. Я должна сказать, действительно, бумаги могут фигурировать, но точно так же могут фигурировать с учетом рыцаря пентаклей конкретные люди, которые либо вам помогают по финансам, или помогают вам. Вот мы говорили, инстанции, конторы, офисы, учреждения, ну, то, что мы называем казенный дом. Здесь могут быть люди, которые вам именно помогают решить какой-то документальный вопрос. Именно потому, что либо эти люди обладают большим опытом, либо эти люди, ну, просто как бы в силу работы или специфики, да, занятий, они как знают больше. Здесь, правда, я тут вижу, все-таки иерофант – это отчасти провластная карта, вот именно сама по себе структура. И здесь какое-то однозначное решение, может быть, с заключением какого-то документа или с решением вопроса по финансам. Вам предстоит для себя, ну, как определиться с чем-то, как выбрать, да, новое направление, сделать вот это однозначное решение или куда-то поставить подпись. Может быть, это связано, кстати, с личной жизнью. Почему нет? Двойка жезлов – это не новая история. Да, действительно, по аркану суд мы принимаем окончательное решение. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. Вы остаетесь чем-то довольны. Да, тут как и документы, так и по финансам. Вы для себя как открываете новые возможности. Но я бы также сказала, вас не просто что-то радует, вам не просто, может быть, что-то и льстит, а вы именно с собой остаетесь довольны. Вам приятно. Хотя, конечно, по тузу кубков может быть и личная история, которая достаточно запутанна. Или для вас открывается, знаете, все-таки, опять же, мы все разные. Может быть, кто-то из вас решает вопросы и в документах, и в финансах, но это каким-то образом перед вами открывает новые возможности для личной жизни. Я этого не исключаю. В чем поворот судьбы для вас?
именно через это известие, в чем лично поворот судьбы. Королева жезлов, может быть и правда, фигурирует человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец или имеет там асцендент. Но я больше вижу, это ваш собственный опыт. И это какая-то совершенно другая, может быть, история, которая по финансам. Это сильная позиция. Ну, вот у нас выпадает десятка пентаклей, и где-то я об этом уже говорила, я не повторяюсь. Но смотрите, здесь может быть и ваш интерес, и интерес какого-то человека, который, тем не менее, сталкивается, соединяется, да. Вы в чем-то видите смысл, но и, может быть, есть такие позиции, когда и вам хорошо, и какому-то человеку хорошо, как объединяются, да, общие интересы. Но вот все-таки семерка кубков нам говорят, ты не замечтайся. Может быть, не замечтайся. В том контексте то, что вот на определенный процент с каким-то человеком, таким достаточно на своей волне, не будем рассматривать астрологию, у вас как совпадают планы, но в каком-то моменте они и не могут совпадать. Точнее, вот тут есть все-таки иллюзорность, понимаете? Давайте мы узнаем, как это обернется в последующем для вас. Но тут уже я не достаю. Дополнительные карты. Карта Солнца. Выбор правильного направления. Эта карта еще и говорит о том, что меняется ваша жизнь и последующие полгода активных действий. Вот ваших, может быть, и последующих решений каких-то. Возможно, это тоже будет сопряжено с некоторым периодом адаптации, потому что сами по себе по Солнцу идут перемены. Кстати, по аркану Солнца это еще и ясность. Иногда мы трактуем эту карту как нашего эго. И значит, знаете, не подзастрять в том, что ну, где-то мы представляли, понимаете? Ведь аркан всегда старший говорит о переменах. Здесь, с одной стороны, да, ясность, или тебе возможности идут на твой порог, в твою судьбу буквально, но возможности иногда выглядят, ну, так невзрачно, или мы можем подумать о том, что, да нет, это что-то мне показалось, например, а на самом деле это прелюдия чего-то более глобального и счастливого. Ну ладно, что хотят вам передать высшие силы? А ведь и правда, изменить свою финансовую историю. По аркану Луна очень часто проигрывается как наш дом, место пребывания. Вот так и хочется сказать, не достаю точно больше карт. Два старших аркана, первый аркан по финансам. Тут вы меняете, у кого-то именно дислокация будет связана с учетом аркана Луна. Всерьез вы можете задуматься именно о месте проживания или о какой-то поездке. Но аркан влюбленный может еще и совпадать все-таки с личной жизнью, развитие отношений. Я не исключаю, кстати, примирение, потому что сепарация – это только иллюзия. И неважно, какие там у нас еще произойдут трения, правда, как и в паре, так и, может быть, с нашими новыми знакомыми. Но вот этот аркан говорит о том, что ну, есть какой-то очень важный человек, с которым у вас продолжится контакт. Может быть, и это, кстати, с первых карт. Первые карты у нас не совсем про любовь, а мы говорили про документы. Тогда, вы знаете, в вашей жизни появляются люди, которые тоже вам будут нужны, важны, как минимум на последующие полгода. Тогда выбирайте, правда, людей правильных, людей достойных. Может быть, и людей, которые имеют определенный вес в обществе или имеют как в своих руках какие-то рычаги влияния, власти, или имеют то, что мы называем связи, мои дорогие. Вот быть более продуманным на все сферы жизни, потому что у вас дорога к Солнцу. И посмотрите, здесь у вас, как и карта может символизировать, как и финансы, две такие по максимуму карты. Девятка пентаклей, десятка пентаклей, но здесь и по дому десятка, опять же, пентаклей и десятка кубков, когда само по себе счастье и новое качество жизни,
К вам, может быть, и приходят с подписания важного документа, с какой-то радостной новости. И я бы повторила, взаимодействие с каким-то человеком, или, может быть, это группа людей. Возможно, у кого-то проиграется через работу или через какие-то иные партнерские контакты, которые, мои дорогие рыбы и рыбки, вам точно нужно продолжать. Финансовый вопрос, ведь это тоже немало. Мало того, что решить, так и как вам перевести свое качество жизни, я бы сказала, на другой уровень. Третий знак судьбы – выбор. Мы как будто прошли половину пути. И вот теперь нам нужно понимать, куда мы идем дальше. Прочитайте статью «Астрологический именно прогноз» на моем сайте, ссылка в описании под видео. Я вот именно эту карту прикрепила как в статье, потому что выбор. И если мы говорим о коридоре затмений, 12 числа солнечным затмением в знаке зодиака Лев перед нами как, ну или плюс-минус, да, перед нами открываются как новые двери. А именно завершается лунным затмением в вашем знаке зодиака, то тогда 28-го плюс-минус мы сами закрываем какую-то дверь, куда мы сами не пойдем. Нет смысла, нет интереса, нет прогресса. Это и есть вот та глубинная трансформация, но карта и говорит, что тебе придется, да, вот этот выбор как совершить. И для вас, видимо, этот такой переход, мы должны что-то продолжить. И несмотря на то, что нам какой-то период был, может быть, непонятен, да, мы как минимум подобрались на середину, да, вот этой лестницы. А вот теперь мы не можем продолжить такое же движение. Ваша жизнь, мои дорогие, меняется. Но это для вас, опять же, соответствует даме бубен. Дама бубен будет говорить и дом, и личная жизнь, и деньги. Вот, наверное, все то, что самое важное. Венера у нас находится до конца месяца. В знаке весы где-то, может быть, нам и придется договариваться. Но кто участвует в этом? Здесь какие-то инстанции, мои дорогие. Здесь император, правда, это провластная карта, в целом это как учреждение, это персоны, наделенные властью, конкретный человек, который обладает рычагами влияния или занимает определенный пост, может быть и руководитель, может быть иногда это именно сама инстанция, да, в которой мы тоже что-то оформляем. Может быть какая-то прежняя запутанная история, когда вы не знали конечного результата, получится, не получится. Вам как будто не избежать каких-то последующих контактов, но, может быть, и оформление каких-то документов, когда вы будете раздумывать, возможно, искать дополнительную информацию, как это проиграется для вас. А здесь будет, знаете, как неожиданное какое-то предложение, и либо мы его берем, и либо мы соглашаемся, либо мы рискуем потерять время, а потом не вернуть. Вот здесь будет дано. Вы можете думать, что что-то решится постепенно. Вот, кстати, вот эта развилка для кого-то из вас, ну, может быть, это 15-30 минут, когда от вас потребуется быстрое принятие решений. И тем не менее, это не исключает нашего рационального именно обдумывания либо предложенного, либо какого-то варианта. И, возможно, вам придется взять лист бумаги, пополам разделить и написать «за» и «против». Составить такую, таблицу, да, как из «да» и «нет». И наглядно это видеть, поверьте, больше здравых мыслей. И да, когда то, что у нас как на ладони, тогда и мыслей больше рациональных. Но что вам хотят передать высшие силы? Как это для вас может проиграться? Тут возрастание вашей роли, вашей силы, ваших возможностей, мои дорогие. Здесь вам приходит какой-то совершенно новый шанс, который позволяет вам... Тут нельзя чего-то договориться, как упустить, и нельзя от чего-то отказаться или не договориться, понимаете? Кому-то сказать наотмашь нет. Вот будьте внимательны. У нас особенно период августа до второй половины, то есть до конца, точнее, месяца, вторая половина месяца, как раз сопряжено с такими энергиями, что если мы кому-то сказали нет, обратно да мы не скажем. Мы как отказались, и все, назад мы этого не вернем. Но для вас новые энергии по заработкам, кстати, решение финансовых вопросов или важных людей, которые могут
присутствовать в вашей жизни. Может быть, и вам, мои дорогие, все-таки аркан сила, энергия, как у мага, нам да еще и с императором. Может быть, какая-то сложная история взаимоотношений, где один как император командует, а второй подстраивается где-то, не исключаю. Может это совпадать как с жизнью личной, но все-таки с учетом всех карт, которые выпала, и развилка. Я тут больше вижу ситуацию работы или документы, какие-то подписания, ваши такие вот деловые больше решения, или пусть это будет даже связано с деньгами. Рядом туз пентаклей. Давайте тогда мы... К чему все идет? Вот что это за развилка такая к миру? Здесь у вас выстраивается что-то в красивый сюжет. Не все так однозначно, мои дорогие. Вы можете согласиться на какой-то вариант. Все-таки, я бы сказала, мудрое решение вам придется принимать. Потому что так или иначе ситуация, да, нам говорит карта мир. Я только что говорила, мы можем вынести вердикт, и мы себя как либо рискуем поставить на долгую паузу, или отказаться раз и навсегда от чего-то. У вас, правда, ваше слово будет весомое. Если уже сказали что-то «да», то это придется продолжать. Если, к примеру, банально кто-то берет кредит, тогда вы должны понимать, что вы в этой кабале будете очень долго. Мы можем завершать наоборот. Кто-то, да, вы видите, что нет, мне максимально нужно как погасить, может быть, да. Я почему об этом говорю? Потому как такие энергии у вас вибрирующие, да, есть и жезловые карты, и есть и пентаклевые. По сути дела, только такие выпали. Если мы по младшим арканам посмотрите, много пентаклевых и жезловые. Поэтому жезлы, опять же, дела, работа, бизнес, документы, а пентакли – это деньги. Ну, где-то бумаги тоже. То есть вот окончательное какое-то решение, которое вы принимаете или делаете какой-то окончательный вывод, то тогда это будет означать более длительную дистанцию. Опять же, я должна предупредить, что если мы, как знаете, согласимся на какой-то, скажем, удобоваримый вариант, но изначально мы для самих себя понимаем, для нас это не вариант. Или мы по доброте душевной кому-то говорим, ну хорошо, а в душе как раз все противится. Вот здесь будьте внимательны к этому. Если мы кому-то скажем, например, где-то на остроте эмоций, нет, назад мы тоже не повернем. Если мы подпишем, поставим куда-то подпись, мы потом это тоже не переделаем. У вас какой-то на кону очень важный выбор, когда что-то, знаете, как до конечной точки доходит. И дальше идет как перезагрузка. Дальше будет по-другому. Вот нам карты и говорят, думай, как будто делай этот выбор очень осознанно. Потому что ты себе можешь как и открыть вот этот мир, да? Но ты точно так же можешь себя поставить на паузе. Оставить в каких-то сомнениях. Или как будто те возможности ты им не дашь войти в твою жизнь. Ты останешься, ну, может быть, мы все-таки все разные, да? И не случайно пятерка пентаклей, ведь это всегда недостаток. У кого-то сил не хватит, у кого-то решимости не хватит, у кого-то там, ну, еще чего-то не хватит, да? Давайте мы достанем карту совет. Вот в этой развилке. Мудрые решения. Мудрое, и вот смотрите, здесь никак нельзя от себя отказаться. Почему говорю от себя? Потому что по аркану отшельник, ведь это тот, который именно сам себя выбирает. Или, да, это мудрое какое-то, или даже если мы говорим о контактах с людьми, то это, безусловно, всегда какой-то дипломатичный подход. Не спорить ни с кем отшельник. Но здесь нельзя... Знаете как? Позволить принимать решения за вас. Ведь по отшельнику люблю эту карту, потому что никто не мешает. И если мы рискуем, по крайней мере, поддаться на уговоры. Давайте еще одну карту совет. Но здесь как нельзя поддаться на уговоры, так и нельзя с чем-то согласиться через конфликт.
Я такое допускаю, если кто-то на вас, знаете, так воздействует и настаивает. Делай так, не делай это. Такое может быть, потому что здесь у нас проходит аркан император. Здесь какие-то очень правильные договоренности у вас должны пройти. Вот смотрите, не все так однозначно. Вот я подавала с позиции больше работы, да, ну так складывалось. Хотя я допускаю, смотрите, аркан императрицы и аркан императора. Здесь может быть и сложная история взаимоотношений. Но пусть будем мы рассматривать с позиции двух людей, ну и не по полу, а именно вы, как ваше продвижение, или ваша карьера, или ваша мечта, мои дорогие. Она вот здесь соединяется с какими-то внешними энергиями, которые вот через обстоятельства к вам приходят. И все-таки есть какие-то персоны, которые вам помогают, понимаете? Они либо могут быть, ну, как контакты продолжены на последующий период, и правильно как-то тогда союз это, да, пусть это партнерский, дружеский союз или рабочий союз. А вот тут нельзя что-то делать бездумно или делать на эмоциях. У нас про эмоции ни одна карта с вами, по сути дела, вообще не выпала. Здесь больше о делах, о прагматизме, о рационализме. Ну вот как-то так. Эмоции у нас тут вот в другой позиции выпадали. Значит, есть те задачи, которые вам придется решать не просто вот таким холодным рассудком, но для вас это, посмотрите, совершенно опять же иное качество жизни, иной статус. Вы делаете очень важный выбор, от которого... Неважно, что вы делаете, выбор между двумя людьми, или, может быть, это выбор, вообще стоит ли мне продолжать какую-то историю личной жизни, выбор по работе, или когда вы видите бумагу и думаете, ставить мне туда подпись или нет. Вот у вас такие выборы проходят до конца августа, мои дорогие. Будьте мудры. Ну и помните о той подсказке, что рискуем где-то мы отказаться, да? Обратно время не вернем. Планетарно у вас сейчас до конца августа волшебный период. Это как ваше время. Время вашей перезагрузки. Вот и используйте все возможности, которые вам дарит судьба. Не случайно. Тут их много. Тут как все сферы жизни соединяются в одной точке. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, как и астрологические прогнозы, так и статьи по психологии. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.